Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Я закончила очень большую работу. Это плед. Плед я назвала конфетти, потому что разноцветные мотивы напомнили мне именно конфетти, и я решила его так назвать. Еще весной я начала этот процесс. Я знала, что он будет переходить из месяца в месяц, потому что связать нужно было немалое количество мотивов. Я для себя решила только одно, что мне нужно этот плед связать до конца лета. Ну, а как уже тут будут вязаться эти мотивы, я решила для себя, как будет, так и будет. В прошлом году я для себя связала плед. У меня был серый цвет, как бы основной, и я еще добавляла бобинную пряжу. Это был кардиган, который я вязала для дочки. Мне было жалко эту пряжу, да, просто там куда-то, да, выбросить не выбросишь. И я решила ее вот тогда применить в плед. Этим пледом я очень много пользовалась и пользуюсь. Дочка у меня еще его иногда отбирала, и она мне сказала: мам, свяжи мне свой плед только в розовых тонах, потому что зеленый я не люблю. Ну что ж, я для себя решила, что розовые тона, ну как бы покупать пряжу на плед мне не хотелось. И так случилось, что у меня накопилось очень большое количество остатков пряжи, разной достаточно, и бобинной пряжи, хорошей пряжи. Это клубочки, моточки, один моток, два мотка, которые не знаешь, как бы куда применить. Я думаю, что это абсолютно каждая вязальщица с этим сталкивается. Выбросить не выбросишь, потому что жалко. И они лежат, накапливаются. Кто-то из девочек вяжет носочки, следочки, каким-то еще другим способом извязывает эти остатки. Ну и вот я решила. У меня есть много разных оттенков розового. Также у меня что-то есть, говорю, из сиреневого цвета. И мне нужно было подобрать основной цвет. Несколько лет назад я делала закупку пряжи, детской пряжи. Ернард Бомбина Марвел, по-моему, так называлась пряжа. И у меня лежало две упаковки, которые, ну, такой цвет, как бы, вот этот цвет, я помню точно, что он то ли джинсовый назывался, но вот по цвету он, конечно, совершенно не джинсовый, а такой какой-то, знаете, я не знаю, цвет очень достаточно сложный в цветопередаче, ну, такой, знаете, каким-то зеленоватым подтоном. Я думаю, посмотрю, наверное, мне должно хватить этих упаковок пряжи, потому что здесь, в принципе, только обвязка квадрата. И я начала этот процесс. Я активно начала в начале, потом я выложила свой плед, который как бы был у меня уже связан, и выложила, чтобы мне прикинуть, сколько мне нужно вообще таких квадратиков бы навязать. Я посчитала тогда, что мне нужно было 135, но здесь у меня 130. Что-то около этого, я не пересчитывала, честно сказать, но что-то около этого, что-то мне потому что не хватило, я довязывала 3 штучки. И я начала вязать, отмечала себе, сколько у меня квадратиков связано. А так как в июле мы достаточно много времени проводили в дороге, я с собой как раз этот процесс брала. Ну и где-то у меня получалось то 7 квадратиков связать за время дороги, иногда даже и побольше, и туда и обратно. Ну и так вот я решила, что нужно побыстрее уже этот процесс закончить, потому что этих квадратиков уже столько накопилось. Ну, я не очень люблю, как мне уже начинает мозолить глаза. Значит, получился плед у меня размером 95 на 2. 95 на 2 метра. Я его не взвешивала. Постараюсь вам на экране подписать вес этого пледа. Но он достаточно такой тяжеленький, потому что здесь мотивы плотные.
и он, конечно, будет очень тепленьким. Ну, дочка как увидела, я, конечно, достаточно долгое время занималась соединением этих мотивов. Дочка это увидела, сказала: это мой. Я говорю: ну, конечно, твой. Ну, а сейчас давайте мы с вами развернемся к столу, и я вам еще немножечко расскажу об этом пледе. А дальше вы увидите, как вяжется этот мотив, и в конце видео оставлю несколько фотографий, как этот плед смотрится. Когда у меня были все мотивы готовы, я стала выкладывать. Также взяла свой плед и стала выкладывать по цветам данные квадратики, мотива. Каких-то у меня мотивов много было, да, то есть из одной пряжи, и я их старалась выложить по диагонали, чередуя светлый с более потемнее цветом. То есть у меня есть вот такие вот диагональные линии. Ну а тех мотивов, которых было немножко, то есть у меня некоторых мотивов было 2, там, допустим, 3, я как-то старалась их по цвету, так скажем, определить, да, их местоположение. Когда я это все выложила, я думала, как же мне соединить. И, значит, соединяю я всегда по лицевой стороне, по изнаночной стороне. Вот так вот выглядит плед. Мне нравится такое соединение. И, значит, первое я соединяла по вертикали. То есть вот эту вот ленту длинную я брала, то есть вот так вот у меня выложено, брала 2 мотива и вот так вот соединяла. Соответственно, здесь у меня это все было раскрыто. Сначала я вот так все по вертикали соединила все свои. Так, сколько у меня получается? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 мотивов у меня получается в одной строчке, так скажем. Здесь не буду считать, потому что длина пледа у каждого достаточно, да, своя. Это я вам просто так говорю. Сейчас еще скажу, какой у меня получился мотив. Приблизительно 11 на 11. Какие-то мотивы получались чуть побольше, какие-то чуть поменьше, но в принципе в процессе вязания я все как бы ровно соединяла, чтобы у меня не было, да, там каких-то отклонений. Потому что толщина пряжи разная, поэтому, соответственно, так и получалось, что квадратики могли быть и побольше, и поменьше. Значит, сначала соединила по вертикали. Это было первые полдня. А потом я уже стала их соединять по горизонтали. Причем, соединив вот эту часть, да, 2 мотива, я потом подныривала вот под этот вот шов уже, который есть, и соединяла следующие 2 мотива, чтобы у меня вот этот шов был как бы сверху. И так я уже соединяла по горизонтали все линии. Ну а дальше следующая работа была, это нужно было убрать все кончики с изнаночной стороны. Ну, те, кто работает с мотивами, те понимают, о чем я говорю. Здесь очень много разных кончиков. Ну, как бы я и с этим тоже справилась. Вот так вот выглядит изнаночная сторона. Все кончики убранные. А потом я обвязала один ряд по периметру всего пледа. Я обвязала столбиками с одним накидом. И вот здесь, где у меня уголочек, здесь в крайнюю петельку я провязывала в одну петлю 3 столбика с одним накидом, да, чтобы сделать такой вот плавный переход к другой стороне пледа. У меня, когда я уже заканчивала соединение по горизонтали, у меня закончился основной цвет. Я немножечко, знаете, в таком была недоумении, думаю, что же делать, какую мне пряжу. У меня такого цвета, говорю, наверное, пряжи нет. Но, аллилуйя, у меня оказалась пряжа Merino Gold 200. Буквально
2 моточка целых и был начатый моток. Она немножечко потолще, но по цвету вот вообще, да, практически и не отличается. Если бы я не сказала, наверное, может быть, и вы и не заметили. И уже вот на обвязку, и вот заканчивала соединение этим цветом. Оно абсолютно здесь не дает ничего там, да, так скажем. Главное, что не другой. Я не хотела, чтобы у меня было разное, так скажем, да, сочетание цветов. И все, плед готов. Очень я довольна этой работой, большой проделанной работой. А самое главное, что вот эти вот жалостливые моточки, которые жалко выбросить, они нашли свое место и теперь будут согревать, этот плед будет согревать нас в прохладные дни. Вдохновляйтесь, творите, создавайте, украшайте свой дом своими руками. Дальше вы увидите мастер-класс, как вяжется этот мотив. Он очень просто вяжется. Схема будет добавлена в телеграм-канале. Ссылочка в описании к видео. Ну а я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока. Для своего пледа я использовала вот такие мотивы. Они плотные. Вяжется очень легко и просто. И сейчас мы вместе с вами свяжем вот такой круглый мотив. Делаю петлю. Я вяжу крючком. У меня крючок здесь плохо видно, светлый. Крючок номер 4. Я использую для вязания своего пледа. Вяжу 3 петли подъема. 1, 2, 3. И в эту петлю еще 11 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Беру за хвостик и хорошо затягиваю. В третью петлю подъема соединительный столбик. 3 петли подъема. 1, 2, 3. Накид на крючок и в этот же столбик делаем рельефный столбик. Провязываем. Следующий столбик провязываю столбик с одним накидом и под этот же столбик провязываю рельефный столбик. Еще разочек покажу. Провязываем столбик и под столбик провязываем рельефный столбик. И так вяжем по кругу. Дошли до конца. В третью петлю подъема соединительный. Неудобно, конечно, тут соединительный столбик. Далее 3 петли подъема. В следующий столбик провязываем столбик с одним накидом и под рельефный столбик провязываем рельефный столбик. То есть у нас получается 2 столбика с одним накидом мы провязываем. И под рельефный столбик мы провязываем рельефный столбик.
Дошли до конца, в третью петлю делаем, в третью петлю подъема делаем соединительный столбик. Далее 3 петли подъема, второй столбик с одним накидом, третий столбик с одним накидом, под рельефный столбик провязываем рельефный столбик, 3 столбика с одним накидом и рельефный столбик под последний столбик, да, то есть у нас получается под каждый рельефный столбик сначала мы провязываем столбик, а потом рельефный столбик. В следующем ряду мы провязываем 4 столбика с одним накидом и рельефный столбик. Четыре столбика, рельефный столбик. Когда мы дошли до конца ряда, здесь мы уже будем сейчас брать другую цвет, поэтому эту нить я отрезаю, но не очень короткую, чтобы ее потом было удобно убрать. Она нам больше не нужна, и я беру вторую нить. Хвостик также подлиннее, соединяю эти два хвостика, и теперь в третью петлю подъема и подхватываем. Так, 4 воздушные петли, 1 2 3 4, накид на крючок, следующую петлю провязываем столбик с одним накидом, накид на крючок, в следующий столбик провязываем полустолбик. Далее нам нужно провязать 9 столбиков без накида. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Полустолбик, столбик с одним накидом и столбик с двумя накидами. 3 воздушные петли, 2 накида на крючок, и далее мы повторяем столбик с двумя накидами, столбик с одним накидом, полустолбик, 9 столбиков без накида. То есть здесь мы формируем уголки как раз, чтобы получился квадрат. И теперь в обратном направлении полустолбик, столбик с одним накидом, столбик с двумя накидами, 3 воздушные петли, и далее продолжаем. Вот когда сюда дойдем, у нас будет 3 воздушные петли и здесь соединительный столбик. Вот я провязала 3 воздушные петли и четвертую петлю соединительный столбик, 1 петля подъема, и далее в каждый столбик мы провязываем столбик без накида, ну, как бы завершая наш квадратик. Доходим до арочки, и далее, когда мы будем вязать под арочку, мы будем провязывать 5 столбиков без накида. Вот мы дошли до арочки, и сюда мы провязываем 1 2 3 4 5 столбиков без накида.
А дальше опять продолжаем провязывать столбики без накида. Вот такой вот у нас получится с вами квадрат. Дойдем до конца и в петлю подъема соединительный столбик. Все, и ниточку отрезаем. Вот такой у нас получится квадратик.